Привет, это Владарович, герой нашего сюжета Валентин Бланк из французской команды Outsiders, которую он и создал. 25-летний атлет признается, что он занимается каким-либо делом либо на 0, либо на 100%, и калистеника относится ко второму. Этот спорт стал для него больше, чем просто увлечение. Валентин и команда быстро набирают популярность в соцсетях, давайте же узнаем его историю. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. В калистенику пришел в возрасте 19 лет. Для кого-то это кажется уже поздно начинать, но не для Валентина. Рост его 1,66 м и вес 66 кг. Несколько килограмм атлет сбрасывает к соревнованиям для лучших результатов. Часто доходит до того, что кушает один раз в день и больше тренируется, чтобы быстрее сбросить к определенным датам. Но к теме питания мы еще вернемся, там много интересного. Почему же у француза имя Валентин? Да еще и местная команда, в ней используются русскоязычные логотипы с хэштегом «Давай». Тут все просто. Его семья имеет корни, кроме Франции, еще и в Украине, в городе Львов. Сейчас Валентин живет только за счет своего проекта Outsiders. Это онлайн-консультации атлетов, программы тренировок по элементам, и он не работает на привычной работе. Благо за границей, как видим, топовые атлеты могут себе это позволить. Опять же, вопрос знания языка, титулов, и можно работать на весь мир через интернет. Насчет тренерства говорит, что хоть калистеника и считается бесплатным видом спорта, тут можно сравнить с футболом. Чтобы научиться играть, можно купить мяч и бегать во дворе. Но чтобы играть на профессиональном уровне, лучше, быстрее и без травм, то нужен тренер. Начало занятий было с обычных подтягиваний и узнавал что-то про уличную гимнастику из Ютуба. Потом увидел умения Артема Морозова и других русскоязычных ребят из той старой школы. Многие теперешние зарубежные звезды воркаута выросли по уровню именно глядя на наших атлетов. Базой Валентин занимался недолго, примерно 3 месяца, а когда впервые увидел full планш, настойчиво задался целью повторить его. Из упражнений сразу выделил для себя главное и не делал ничего другого. Изучал балансы и их вариации, отжимался на руках и делал попытки горизонта. Поначалу атлет так фанател от калистеники, что занимался даже по 3 раза в день между бытовыми делами и по неопытности давал слишком большой объем нагрузки. Планш долго не мог выровнять, почти 3 года. Было или положение банана с прогибом, или таз выпирал вверх. К чему привели такие тренировки, я расскажу позже. Если брать во внимание прогресс в статических элементах, тут помогает утяжеление. Например, если вы уже делаете какой-то элемент и желаете выполнять его дольше по времени, даже небольшие грузики в 2-4 кг на ногах уже окажут влияние на ваш прогресс. К примеру, можно в неделю одну тренировку проводить с утяжелением, а остальные без него. Или же выделить среди 3 недель одну на тренировки с доп. Весом. Таким образом, в тренировках без веса вам будет уже проще выполнять какой-либо элемент. Еще вариант выполнять суперсеты. Например, держим элемент на максимум в утяжелителях, потом сбрасываем их и без перерыва продолжаем удержание еще на несколько секунд. Давайте сразу поищем на e-каталоге и попробуем подобрать варианты грузиков. Так, выбираю свой город, дальше заходим в категорию «Спорт», все разделы. Тут много всего, но мы опускаемся к разделу «Тренажеры» и жмем на утяжелители. Производителей тут много, но в данном случае это не так важно, ориентируемся на вес. Можно задать фильтр по цене, выберем тип «Кистевые» и варианты по весу до 3 кг. На вкус и цвет, так сказать, тут огромный выбор. В основном все крепления на стандартных липучках и с наполнителем песком. Фишка в том, что утяжелитель на ногах находится на щиколотках и на максимальном удалении от центра тяжести, и поэтому создает нужную нагрузку в упражнениях. Удобно, что любую модель тут можно сравнить по описанию характеристик в разных магазинах и глянуть на динамику цен на протяжении года. Так будет понятно, когда брать выгоднее. Чтобы не искать самому утяжелители в своем городе, можно подобрать их по ссылке в описании к этому ролику. Говоря ранее о фанатичных тренировках по 3 раза в день, организм Валентина выдерживал на протяжении года. И потом спортсмен вылетел из-за травмы на 6 месяцев и был без тренировок. Вообще, по неопытности Валентин признается, что из 6 лет занятий около 3 лет суммарно получал различные травмы, и он был слишком фанатичен.
Атлет не терял время и, пока восстанавливался, делал работу над ошибками, изучал информацию о теле человека, методах тренировок, восстановлению и думал, как перестроить все эти подходы на калистенику, чтобы заниматься более безопасно. По утрам тратит где-то 1 час времени на тщательную растяжку. Это помогает уберечься от травм. Кстати, в конце ролика я расскажу о книге, которая помогла Валентину стать тем, кем он является, и вы сможете ее получить. Насчет разделения динамики и статики, в 19 лет, когда атлет только начинал заниматься, все его примеры для подражания были статики, а динамика только зарождалась на соревнованиях. Валентин говорит, что для интереса попробовал 360 несколько раз, но его это не притягивало. Он понял, что начал заниматься ради статики калистеникой, а именно горизонты стойки. День у Валентина проходит полностью связанный с калистеникой. Это общение по видеосвязи с учениками, тренировки, обучение за компьютером на интересные темы, также пишет новые программы тренировок. Насчет питания, к которому я обещал вернуться, атлет не особо любит так называемые диеты. Считает, что питание должно стать образом жизни каждого на постоянной основе. После тренировки у него это может быть салат, яйца, рыба, рис. Избегает всю молочку и хлеб. По утрам часто пьет энергетик с орехами кэшью. Признается, что энергетик – это единственная его слабость. А в остальном он строго относится к питанию, ведь склонен к набору веса и более тяжело выполнять элементы. Удивительно то, что чаще всего Валентин кушает 1 или 2 раза в день полноценно. Когда пробовал только 1 месяц трехразовое питание, то набирал сразу с 66 до 72 кг и получил травму, переусердствовав с дополнительным весом. Расскажу немного о команде, которую в кругу друзей по тренировкам предложил создать Валентин. Конечно, это Outsiders. Философия такая, что ребята собирают в свою команду тех, кто близок к ним по духу и хороши в отдельных своих элементах. У кого-то сильная сторона планш, у кого-то виз и так далее. Само название Outsiders дословно переводится как «посторонние», то есть означает, что эта группа людей держится в стороне от других атлетов динамики и разносторонних умений, а каждый хорош по-своему в отдельных статических элементах. Чтобы попасть к ним в команду, как говорит атлет, нужно, кроме подходящего конкурентного уровня, иметь базовые человеческие качества. Порядочность, рассудительность и поддерживать дружеские отношения со всеми членами команды. Насчет рекордов Валентин старается замахнуться на что-то действительно сверхсложное. Ему не интересен тот рекорд, который смогут побить через короткое время. Есть у атлета несколько идей, которые его зажигают, и он думает, их смогут побить только следующее поколение. Как думаете, что это могло бы быть? Какие рекорды? Напишите свои догадки в комментариях. А если нравится ролик, жду твой лайк и нажатый колокольчик на пункт «Все уведомления», чтобы не пропускать новые ролики. На вопрос о кумире в калистенике Валентин отвечает, что такого нет, ведь если мы считаем кого-то кумиром, то подсознательно кажется, что мы никогда не достигнем этого уровня, а это не должно быть так. Поэтому у атлета есть те, за кем он следит в калистенике, но ему нравится свой стиль. Один из тех, за кем регулярно наблюдает, это Александр Диденко, украинский мастер статики. На своем примере атлет рекомендует новичкам в начале занятий сконцентрироваться на чем-то одном и добиться в этом мастерства. Есть один полезный совет от Валентина. Если хотите получить частицу его знаний, понять строение мышц, разобрать, в каком упражнении какая мышца работает, то рекомендую прочесть книгу, которая стала для нашего героя настольной. Автор – француз Фредерик Делавье и называется «Анатомия силовых упражнений». Я загрузил ее в свой телеграм-канал, и заходи по ссылке в описании и читай. Кроме того, через 1-2 дня я опубликую там аудиоверсию подкаста для данного выпуска. Можно будет удобно послушать историю атлета в любом месте в наушниках. Подписывайся туда, там тоже регулярный контент. Напиши, как тебе этот сюжет. Делись роликом с друзьями. Соцсети Валентина я оставлю в описании. Автор сюжета – я, Владарович. Разбуди в себе атлета. Кстати, если нужна помощь в развитии твоего YouTube-канала и хочешь, чтобы твой видеоблог стал профессией, то напиши мне, проконсультирую по ошибкам и определим, как развиваться дальше, контакты в описании. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале, нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях.